Всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Мотомаксимус. Пришло время, друзья, рассказать вам о моем одиночном путешествии на край Земли. И сегодня речь пойдет об одиночном путешествии на мотоцикле от Кавказских гор через центральную часть России и Карелию за полярный круг, на Кольский полуостров, туда, где край материковой части омывают воды Баренцева моря. И если коротко, то это было как-то так. Выехал из Кисловодска и доехал до Воронежа. Правда, не с первого раза. Двигаясь на север, посетил тысячелетний Ярославль. Там выспался, погулял и заменил масло. После поехал смотреть Карелию. Заночевал на берегу Онежского озера. Пересек полярный круг и благополучно добрался до Териберки. Взял паузу и на 2 дня поселился в отеле на краю света. Просушил вещи, поел ухи и затянул пару гаек на мотоцикле. Посмотрел на край света и поехал обратно. Заехал в Петрозаводск, сплавал на Кижи. Кижи не понравились. Из Петрозаводска поехал в Рускеало, накормил там комаров и посмотрел на карьер. Карьер понравился. Поехал в Санкт-Петербург и встретил там друга детства. Посмотрел, как разводят мосты, заменил покрышку и поехал домой. Проехал без остановки, или почти без остановки, 2300 километров за 28 часов. Приехал домой уставший, пыльный, но довольный. А теперь обо всем этом, но уже поподробнее. Вот сюда, вот Мурманск, Кольский полуостров. День первый. Кисловодск-Воронеж. Итак, друзья мои, я выехал в начале июня 2021 года из Кисловодска уже во 2-й раз. Чтобы понять, почему во 2-й, вам нужно посмотреть предыдущую серию. В этот раз все было идеально. Погода была замечательная, настроение приподнятое, и я с жадностью преодолевал все новую и новую сотни километров. Почти на границе Ставропольского края меня остановили для проверки документов. Забегая далеко вперед, могу сказать, что за весь мой маршрут, который по итогу составил больше 7500 километров, это был единственный раз, когда меня остановили господа полицейские. Надо признаться, в этот день я снимал мало, да и вообще как-то боялся, что ли, спугнуть удачу. Сказывался осадок, который остался после первого неудачного выезда. Так, я уже, конечно, боюсь что-то загадывать в этот раз. Я поехал. В общем, где-то я уже под Тихорецком. Но на счастье, в этот раз я ехал в своем обычном приподнятом настроении, без каких-либо знаков и знамений. Как всегда, доехав до Ростова, я остановился, чтобы перекусить. Одел дождевик, так как по карте погоды впереди меня ждал грозовой фронт. Ростовская область, как всегда, встретила букетом из пробок и неадекватных водителей. Двигаясь легко и уверенно, несмотря на большое количество машин и кучу терминалов оплаты за проезд по дорогам, построенным еще при советской власти, которые теперь почему-то решили сделать платными, я успел отмахать порядка 1000 километров за день и остановился на ночлег в Воронеже. На вечер особо никакой культурной программы я не планировал. Во-первых, потому что в Воронеже я уже бывал, а во-вторых, потому что дорога изрядно меня уморила, а завтра мне предстояло пройти расстояние не меньше, чем сегодня. Искупавшись и поужинав, я завалился спать на съемной квартире, в которой в придачу шла охраняемая подземная парковка. За первый день путешествия мною было пройдено первые 1000 километров. День второй. Воронеж-Ярославль. Второй день начался рано, в 4 утра, и в 5 я уже выезжал из города. Уж очень мне хотелось ехать дальше, а не сидеть на одном месте. Второй день был примечателен прямыми скоростными прострелами, так как для того, чтобы уложиться в оставшиеся от моего отпуска 2 недели, я двигался основными дорогами с платными скоростными участками и старался держать стабильную крейсерскую скорость в районе 120 км в час. Проехав, признаюсь, без особого удовольствия Московскую область и особенно МКАД, я свернул на Ярославское шоссе, и уже к вечеру, по моим планам, я должен был заселиться в отель в самом центре Ярославля, города с тысячелетней историей. Надо сказать, что от Москвы в сторону Ярославля ландшафт меняется и дорога становится интереснее. Одни только дорожные указатели чего стоят. Ярославль на пути моего следования был запланирован не случайно. Во-первых, там живет мой товарищ с детства, с которым я давно не виделся. А во-вторых, выезжая, я спланировал заменить в Ярославле масло и масляный фильтр, который вез с собой. Также я понимал, что мне необходимо отдохнуть после 2-дневного забега по 1000 километров перед выездом в сторону Карелии и Полярного круга. Заехав в Ярославль, я поселился в заранее забронированный гостиный двор Алеша Попович. Выбор мой пал именно на этот отель, потому что, несмотря на свое прекрасное расположение в самом центре города, у стен Ярославского Кремля, цена за сутки была далеко не самой высокой в городе. Да и сама атмосфера русской сказки, в которой выполнено убранство отеля, показалась мне идеальной для старта моего путешествия по Карелии и русскому северу.
Именно Ярославль я для себя почему-то расценивал как точку невозврата, пройдя которую я во что бы то ни стало должен добраться до края света. День 3. Ярославль и ТО мотоцикла. Проснулся утром пораньше для того, чтобы посетить территорию древнего Кремля, который находился буквально через дорогу. Благодаря тому, что я пришел к самому его открытию, мне удалось погулять по территории в полнейшем одиночестве и без шумных толп туристов, которые в последнее время я стараюсь избегать. Также утро я посвятил прогулкам по центральной части Ярославля, любуясь несметным количеством храмов и церквей, концентрация которых здесь превышает любые, даже самые смелые ожидания. Вообще надо понимать, что Ярославль – это столица Золотого Русского Кольца, и такого добра тут в избытке. Но надо сказать, что городом я особо не впечатлился, как по сути и его исторической ценностью. Сам город показался мне неопрятным, с грязными убитыми тротуарами, а люди в большинстве своем, даже те, что заняты в сфере обслуживания, оказались далеки от понятия дружелюбия и клиентоориентированности. Но это, конечно, всего лишь мои субъективные наблюдения, основанные на двухдневном пребывании в этом городе. Ну что, друзья, сегодня уже 3-й день моего путешествия, и именно с этого дня, я считаю, можно уже говорить о том, что путешествию быть. Когда выезжал уже 2-й раз, были определенные сомнения, потому что 1-й раз был неудачным, но теперь я в Ярославле, и я понимаю, что все, уже назад дороги нет, только вперед, вперед на север, в сторону Карелии, в сторону Кольского полуострова. Еще пока сам не понимаю, докуда доеду, но во всяком случае, все, что увижу и докуда доеду, все покажу вам. И сегодня у меня после 2 дней перегона, 1-й день до Воронежа, 2-й день до Ярославля, у меня сегодня отдых и обслуживание мотоцикла, потому что вчера уже подошел километраж, мне нужно менять масло. Я об этом подумал, позаботился, взял с собой и масло, и фильтр. Если честно, хотел купить масло здесь, в Ярославле, но такого, как мне нужно, не было, поэтому привез с собой. В общем, поехали смотреть Ярославль, обслуживать мотоцикл, а завтра продолжим наше путешествие. Насытившись духовной пищей, я приступил к более мирским своим планам. Выехал на мотоцикле из отеля в поисках мойки. Мне надо было обслужить мотоцикл, а за 2 дня и 2000 километров он успел порядком запачкаться. Почистив перышки на мойке самообслуживания, я направился в мастерскую под названием «Наш гараж», которую я заранее нашел в интернете и даже успел созвониться с владельцем, договорясь о моем визите к нему. Здрасте! Здесь бездомных байкеров ремонтируют? Да, бывает такое. В общем, доехал я для нашего гаража. Вот хозяин его Виктор. Виктор, добрый день. Спасибо за гостеприимство. 2 слова. Вот в Ярославле, я как понял, вся техника на 2 колесах может быть отремонтирована здесь, в этом гараже. Правильно, Виктор? Совершенно верно. Адрес? Улица Советская, 78А, строение 3. Город Ярославль. Вот так вот. Ребята, знаете, кому надо мод обслужить, как мне, или что-то отремонтировать, все welcome в гости к Виктору. Надо отдельно сказать, что мотоциклисты в большинстве своем это все-таки отдельная категория людей. В общем, мод обслужили, меня приютили и кофе напоили. Ну и, как водится, за жизнь, за путешествие поговорили. В очередной раз выражаю слова благодарности Виктору и мастерской «Наш гараж» за сервис и дружелюбие. 2-ю половину дня в Ярославле я потратил на встречу с моим товарищем детства, которого давно не видел. А когда-то мы жили на соседних улицах и сами собирали свои первые мотоциклы в гараже. День 4. Ярославль по Венеции. Хорошенько отдохнув и выспавшись в Ярославле, я выехал из города в последний раз, любуясь величавой рекой Волгой, и продолжил свое путешествие, направляясь в сторону Республики Карелия. Надо сказать, что я немного опасался того маршрута, что ждал меня впереди. Рассказы о Карелии, которые мне удалось услышать, сформировали в моей голове представление о территории, на которой или холодно так, что зуб на зуб не попадает, или когда теплеет, тебя съедают кровососущие летающие гады. Ну а если не они, то медведи норовят утащить тебя в лес. Но забегая вперед, нужно сказать, что Карелия предстала передо мной во всей своей красе, оставив только положительные эмоции.
В районе обеда я подъехал к стеле с указателем «Карелия», на которой меня чуть не съели те самые кровососы. Пока едешь, особо их не замечаешь, но стоит тебе остановиться, как сотня летающих гадов уже норовят выпить твоей крови. Репелленты, которыми я поливал себя все время, работают, но недолго. Сделав фото на память у стелы и наклеив памятную наклейку, я покатил по прекрасным и ранее мне неизвестным дорогам. А дороги в Карелии, друзья мои, это отдельная история. Я видел эти дороги в роликах других путешественников и был готов к этой красоте отчасти. Но то, что увидели мои глаза, превзошло все мои ожидания. Прокручивая в голове все то, что я успел увидеть в Карелии, я смело могу сказать, что если завтра мне предложат вновь повторить этот маршрут и не заезжать ни на одну достопримечательность, я все равно соглашусь на это хотя бы ради того, чтобы еще раз прокатиться этими дорогами. Двигаясь весь день, я непрестанно наблюдал, как хвойные леса сменяли леса березовые, а особый шарм им добавляли заболоченные территории, которых даже вдоль трассы предостаточно. Весь день я двигался от Ярославля на север вдоль Онежского озера в сторону Медвежьегорска. Доехав до города Повинец, я свернул с трассы к Онежскому озеру в надежде стать там с палаткой. Еще дома, когда я строил свой маршрут, я обратил внимание на одно место в этом районе. Небольшой мыс, выступающий в Онежское озеро в районе города Повинец, на котором располагался эко-кемпинг «Большая Медведица», я запланировал как место для моего ночлега. Но заехав на территорию отеля, я узнал, что поставить палатку там стоит 1000 рублей при условии, что в эту цену душ не входит. Я развернул свой мотоцикл и, проехав буквально 300 метров вдоль берега, нашел прекрасное место для моей ночевки, оборудованное кем-то скамьей и столешницей из деревянных досок. Наличие дополнительной инфраструктуры порадовало, и, поставив палатку, я отправился купаться в озере. Ну что могу сказать, друзья, я в Карелии. Путешествие начинает приобретать краски настоящего путешествия. Вот у меня сегодня первая ночевка с палаточкой. Водичка, красота, тепленькая. Я уже ходил, поплавал. Наверное, сейчас перед сном еще раз окунусь. И буду кашеварить, ужинать. И, наверное, скажу вам пару слов о своих впечатлениях от сегодняшнего дня и от Карелии. Мое знакомство сегодня с Карелией. Раньше я тут не был. Вода была отменная, и смыв пыль дороги, я занялся бытовыми вопросами путешественника. Постирал вещи, натаскал дров для костра и приготовил ужин. Вечер преимущественно провел за залипанием на костер, который я разжег по привычке в ожидании сумерек и ночной прохлады. Но время шло, а на улице все не темнело. Как оказалось, я уже добрался до территории, на которой работают правила полярных дней, и этот факт не мог меня не впечатлить, так как впервые за свою жизнь я наблюдал такой феномен. Я вот сейчас сижу уже пару часов у костра, и две вещи хочу вам сказать. Во-первых, обратите внимание, как светло, а сейчас на секундочку уже 11:30 ночи. Это впервые я такое чудо вижу в своей жизни. К 40 годам я все-таки добрался на север, чтобы увидеть полярный день. И вот так будет всю ночь, темнеть уже сильнее не будет, так будет, а потом в 3-4 часа начнет светать. Это интересно, круто. Вот. А еще я сейчас сижу, и вот уже сколько, 4 дня я в дороге, и еще где-то дней 6-7 мне предстоит, и я так просто прикинул свой бюджет, и вот пару друзей мне написали: вау, круто, это мечта, вот так путешествовать, вот бы мне тоже так. И я понимаю на самом деле, что эти путешествия, они намного проще, чем кажутся, во-первых. А во-вторых, они в 2, а то и в 3 раза дешевле любого отдыха в каком-нибудь Геленджике или Анапе. Единственное, что нужно сделать, ребят, это оторвать свою задницу от стула. И вопрос даже не в мотоцикле. Может быть машина. Машина сейчас есть у всех. И причем какая машина, тоже не принципиально. Конечно, вопрос всегда в деньгах, во времени, но не в таких больших, как многие пытаются преподнести и отговаривают самих себя и находят себе оправдание того, чтобы это не сделать. На самом деле все намного проще, друзья. А еще круто. Я себя поймал на мысли, что вот мне 38 лет исполнилось недавно. Круто то, что к 40 годам я понимаю, чего я на самом деле хочу, а чего нет. Это дорогого стоит. Вдоволь налюбовавшись эффектом полярного дня, я отправился спать. К слову сказать, это была моя первая ночевка в новой палатке, которую я приобрел на новогодней распродаже. До этого я брал ее с собой в Абхазию, но стать там с палаткой мне так и не довелось. Палаткой я безмерно доволен и оставляю в описании на нее ссылку.
За этот день мною было пройдено порядка 800 километров, а общий маршрут от дома составил 2756. День 5. Повинец, Териберка. Ну что, доброе утро. Пора вставать. День 5 моего путешествия начался на берегу Онежского озера. Несмотря на то, что ночью прошел дождь, утром уже вовсю светило солнце и столбик термометра подбирался к отметке в плюс 27 градусов. Приготовленные кофе и каша ознаменовали начало нового дня и новых приключений. Я простился с местом моего ночлега и выдвинулся дальше на север в сторону Медвежьегорска. Изучив карту, я понял, что именно в районе Медвежьегорска у меня будет развилка, на которой надо принять решение – повернуть налево и двигаться в сторону Санкт-Петербурга, или же повернуть направо и продолжить движение на север, в сторону Мурманской области. Ну что, друзья, рискнем. Отправляюсь на Мурманск. Посмотрим, что из этого выйдет. Именно с этой развилки в сторону Мурманска начинается трасса под названием Кола, на которую я и свернул. И снова мой глаз радовали бескрайние леса Карелии, через которые проложена дорога, ведущая на север. Надо отметить, что чем дальше я продвигался на север, тем меньше на дороге встречалось машин. Я люблю такие дороги, узкие, двухколейные, вплотную проходящие по бескрайним просторам незаселенных людьми территорий. Периодически на пути встречались участки дорог, на которых проводился ремонт, но благодаря отсутствию интенсивного движения они проходились легко и непринужденно. Двигаться по таким дорогам – одно удовольствие. К большому сожалению для себя, я проехал поворот на город Кемь. Первоначально я планировал свернуть в это направление, добраться до Рабочеостровска и сплавать на Соловецкие острова. Но количество дней моего путешествия было ограничено и чем-то приходилось жертвовать. Дальше погода понемногу начала меняться. На небе начали появляться тучи, а температура медленно, но верно опускалась вниз. С каждой сотни километров становилось все прохладнее, и я периодически останавливался, чтобы утеплиться. Еду по Карелии. Мне где-то осталось километров 450 до Мурманска. Соответственно, полярный круг я еще не проехал, но уже стало прохладно. И дальше мне что-то кажется будет еще холоднее, поэтому остановился, утеплился и поеду дальше. Что делать? Надо же покорить все-таки. Заехать за полярный круг. Надо, раз уж до сюда добрался. Надо обратить ваше внимание на то, что после Медвежьегорска заправки встречаются все реже и реже, и я очень вам советую их не пропускать. А одну заправку вам нужно посетить обязательно, так как от нее в обе стороны нет АЗС на расстоянии 250 километров. Заправка эта находится в районе поворота на город Лаухи. Вы не пропустите ее, так как она стоит на открытом месте и видно ее невооруженным взглядом. Про эту заправку позвольте мне рассказать вам подробнее, ибо помимо ее удаленности от других АЗС, у нее есть еще одна особенность. Несмотря на довольно невзрачный внешний вид данной АЗС, внутри я обнаружил небольшое, но очень уютное кафе самообслуживания. Еда там просто отменная. Вкусно. Пообедав, я, как полагается, оставил свою метку на данной локации. На заправке мне встретилась группа путешественников на Харлее. Пообщавшись, поняли, что едем в одном направлении. Впереди меня ждали осадки и температура плюс 14, поэтому с АЗС я выехал, предусмотрительно надев дождевик. Дальше дорога была, мягко говоря, не самая веселая, но меня порадовала встреча с одним из зрителей моего канала. Сам он с Мурманска, и мы договаривались встретиться там. Но из-за переноса моего путешествия, в то время как я ехал на север, он ехал в обратном направлении. Хочу сказать ему отдельное спасибо, так как, собираясь в дорогу, я много у него расспрашивал про север, и его ответы очень помогли мне в некоторых вопросах. Несмотря на погодные условия, дорога продолжала радовать глаз, и как награда за мое упорство передо мной появилась стелла – полярный круг. Пожалуй, уже 100 раз я видел эту стеллу на фото и видео путешественников, которые проезжали ее. И вот она передо мной. Я это сделал. Я достиг полярного круга. Так, ну что, сегодня утром я со своей стоянки выехал. Было плюс 27, сейчас плюс 14, льет дождь. Но я это сделал, я доехал до полярного круга, довольный безумно, хоть и устал немного. В общем, поеду в сторону Мурманска, сейчас до Кандалакши доеду и дальше. Буду ехать, пока будут силы, остановлюсь, отдохну. Ну и сегодня уже, или не знаю, завтра, надо обязательно посетить Териберку и закрыть уже этот вопрос с севером, да и возвращаться домой на юга. Все, полярный круг, мечты сбываются. Возможно, вы скажете, что я преувеличиваю это достижение, и в прохождении этой точки нет ничего особенного. И да, я с вами соглашусь.
Ее проходили сотни путешественников. Но вспоминая отмену поездки в Норвегию в 2020 году и срыв первого моего выезда неделю назад и кучу других негативных факторов, которые могли мне помешать, я смотрел на эту стелу как на самый желанный подарок, как на что-то ценное именно для меня. Переполненный гордостью от очередного свершения, я продолжил свой путь в сторону Мурманска. Практически сразу за полярным кругом начинается территория Мурманской области. Дорога преподносила все новые подарки. Дождь не прекращался, а температура спустилась в район плюс 10 градусов. И начались нескончаемые ремонты дорог местами с реверсивным движением. Стоять на светофоре под непрекращающимся дождем оказалось намного противнее, чем просто под ним ехать. Изначально у меня были планы посетить Хибины, но все по той же причине ограниченного времени моего путешествия мне пришлось проехать мимо поворота на Апатиты, пообещав себе, что однажды сюда еще вернусь и мне будет что посмотреть. До Мурманска мне оставалось порядка 150 километров. Дождь не прекращался, а температура спустилась еще на 2 градуса и составила плюс 8. Надо сказать, что я основательно подготовился к северу, и мои теплые подстежки в паре с дождевиком не дали мне промокнуть и замерзнуть. Ехать было, прямо скажем, не жарко, но вполне терпимо. На въезде в Мурманск я залил полный бак и принял решение не оставаться в городе, а отправиться прямиком на Териберку. Первоначально был план поселиться в Мурманске на пару дней, в один из которых поехать на Териберку, а в другой на полуостров Рыбачий. Количества дней мне не хватало, чтобы посетить оба места, и надо было выбирать одно из направлений. Надо учесть, что от Мурманска до Териберки примерно 120 километров, а в самой Териберке АЗС нет, и вам нужно будет еще вернуться обратно те же самые 120 километров, и получается надо пройти порядка 240 километров на том бензине, что у вас есть. Не самые лайтовые погодные условия и указатель над дорогой с надписью «Дорога открыта», подразумевающий, что она может быть еще и закрыта, в очередной раз напомнили мне, что я нахожусь внутри полярного круга, и мне, южанину, стоит вести себя здесь осмотрительно. Двигаясь в сторону Териберки, я немного сожалел о том, что все вокруг затянуло густым туманом и любоваться местными пейзажами не представляется возможным. Но с другой стороны, мне нравилось то, что я попал на край земли именно в такую погоду и смог прочувствовать хотя бы отчасти всю суровость этих мест. Большая часть дороги до Териберки – это асфальт, причем местами новый, и поговаривают, что в ближайшие пару лет асфальт будет проложен до самого поселка. Но пока что порядка 40 километров вам придется пройти по грейдеру, который местами норовит вытрясти из вас всю душу. По приезду в Териберку мне даже довелось услышать историю о том, как один путешественник доехал до Териберки на Харлее, а обратно повез его на эвакуаторе. И не потому, что Харлей сломался, а потому, что он просто-напросто не хотел еще раз ехать эти самые 40 километров. По сути, дорога вполне проходимая, и тем более для тур-эндуро, но накопленная за день усталость давала о себе знать, и я старался ехать без фанатизма, хотя, признаюсь, мне уже хотелось побыстрее добраться до отеля, где меня ждали теплый душ, вкусная еда и прекрасная атмосфера уединения на краю земли. Перед самой Териберкой снова начинается асфальт, и стоит второй указатель с надписью «Дорога открыта». Свернув налево, я проехал мимо места под названием «Кладбище кораблей» и заехал на территорию отеля «Баренц», где я и забронировал номер. Отель я вам обязательно покажу и расскажу о нем, а ссылку на него постараюсь закрепить в описании. За день я прошел порядка 900 километров по незнакомым мне дорогам под дождем при температуре от плюс 27 до плюс 8. Заселился в отель в районе 10-11 часов вечера, но из-за полярного дня было ощущение, что еще весь день впереди. Единственное, что напоминало о времени, это усталость и электронные часы на панели приборов моего мотоцикла. Приняв душ и развесив вещи сушиться, я уснул сном младенца, ничего уже не планируя и решив, что утро вечера мудренее. День 6. Териберка и ее окрестности. Доброе утро. Утро у меня с видом на Териберку. Я вчера добрался, все нормально. Вот в таком вот замечательном отеле поселился. Надо было увидеть это все с утра, пойти, походить, посмотреть, чем я сейчас и займусь. Вот покажу вам номер. 2 кровати. Тут я сплю, тут у меня склад вещей, все сушится. Здесь в номере у меня есть обогреватель дополнительный. Ну, это клево, я на нем все просушил. Ну, так бывает далеко не в каждом номере, в гостиницах и в отелях. Я с собой всегда вожу вот такую штуку. Вот она включена в розетку. Вот она. Стоит она, по-моему, что-то в районе 500 рублей. Продается во всяких гипермаркетах, типа Эльдорадо. В общем, это такие нагревательные элементы.
Вы их закидываете в ботинки. И вот так вот после дождя, когда ботинки отсырели, туда в глубину вставляете. И в принципе сырые ботинки за ночь эта штука высушивает вообще без проблем. Так что берите на заметку, классная вещь. Тут санузел есть. Довольно-таки просторный, приличный санузел. Я отелем более чем доволен. Но опять же, за эти деньги было бы странно, если бы я не был доволен. Отель, номер стоит аж 6000 рублей, друзья. Ну и вот такой вот вид на бухту. Вот это уже Баренцево море. Вон он, мой мотоцикл стоит внизу. Дождь прекратился, но довольно-таки холодно. Там вон еще снег лежит, не растаял. Так что сейчас буду утепляться и пойду погуляю. Признаюсь, отель это для меня очень дорогой. Я вообще в принципе никогда за так дорого не жил. Но я вчера залез на Booking, посмотрел, что здесь предлагается. Это, я вам скажу, еще не самая дорогая цена. Были гостиницы дешевле, но они все забиты. Сейчас здесь очень высокий сезон, и были там гостишки по 3-4 тысячи, хотя тоже это не дешево, я считаю. Но там мест нету. Было только здесь, но, если честно, я вчера так устал, что готов был платить уже любые деньги, лишь бы просушиться и отдохнуть. Я, кстати, когда в Карелию собирался, мне все говорили, попробуй обязательно калитку. Что за калитка? Калитка — это такой национальный пирожок. Я, как вчера выяснил, там, где его покупал, что он бывает там с пшеном, еще с чем-то. Ну, в общем, суть его то, что тут бездрожжевое тесто. И вот такой вот пирожочек калитка. Сейчас я им с утра перекушу и пойду ремонтировать кофр на мотоцикле на своем, потому что вчера от этой дороги, от разбитой, у меня разболтался левый кофр на креплении. Ну, точнее, не сам кофр, а крепление разболталось. Я вчера на это обратил внимание. Пойду сейчас его подтяну. У меня тут чай с вечера есть и калиточка. Ну, такой пирожочек. Пока подтягивал разболтавшееся крепление левого кофра, думал о том, оставаться мне здесь или уезжать. В отелях расчетный час 12:00, и надо было принимать решение. Несмотря на довольно дорогую по моим меркам стоимость за проживание в этом отеле, я принял решение оставаться в Териберке еще на 1 день и 1 ночь. Как капуста оделся, утеплился, подстежку взял мотоциклетную, все, что у меня было, но думаю, не замерзну. На улице 8 градусов, солнца не видно. Ну, посмотрим, что здесь есть. Я, конечно, хоть из Северного Кавказа, блин, но я намного южнее живу. И этот климат для меня, это, конечно, ну, интересно. Так далеко от дома меня еще, по-моему, не заносило. Признаюсь честно, я не планировал оставаться тут еще на 1 день, но все посчитав, понял, что позже нагоню потраченное время и уложусь в количество дней, отведенных на дорогу. Пройдя пешком всю Териберку, изучая данное поселение на предмет интересных локаций и просто наслаждаясь пешей прогулкой после вчерашнего дня, проведенного в седле, я вышел за пределы поселка и направился в сторону достопримечательностей, которые мне посоветовал посмотреть хозяин отеля, а именно Батарейский водопад и оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны. Глядя на карты, я понял, что маршрут туда идет через несколько озер и вдоль берега Баренцева моря, где можно увидеть пляж, усыпанный камнями яйцеобразной формы. Называют это место пляж Драконьи Яйца. По дороге я не отказал себе в удовольствии спуститься по скальному образованию максимально, насколько это было возможно, близко к тому самому краю земли, о который разбиваются волны Баренцева моря. Как сейчас помню свое состояние умиротворения и покоя в тот момент. И да, возможно, я повторюсь, но скажу, что я был рад тому, что север встретил меня именно такой пасмурной, промозглой погодой с холодным ветром и отсутствием солнца. Не скрою, мне хотелось бы еще раз взглянуть на эти места в солнечную ясную погоду. Но тогда, в тот момент, прохлада и относительная безлюдность этих мест подарили мне незабываемые впечатления от первого посещения края земли. Пройдя вдоль берега и нескольких небольших озер, я перешел небольшой перевал, и моему взору открылось озеро, воды которого падают в живописную расщелину между скал и впадают непосредственно в море. Это и был тот самый Батарейский водопад. Свое название водопад получил от названия озера Батарейского, из которого вода и попадает в Баренцево море.
Рядом с водопадом есть несколько локаций с изумительным видом на Баренцево море. Остатки от костров дают понимание, что эти места часто посещаемы. Пройдя еще немного, я вышел на край утеса, где глазу открывается спрятанный между скалами очередной каменный пляж. Примерно в 500 метрах от водопада можно наблюдать заброшенные военные береговые сооружения, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Дойдя до них, я решил, что на сегодня прогулок с меня хватит, и пора мне возвращаться домой. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Я поднялся выше, и получается, вот это озеро, которое образует водопад, оно наполняется из еще большего озера. Вон там оно находится. Я так понимаю, там можно до бесконечности идти. По сути, в каждом путешествии есть такая отправная точка, с которой ты начинаешь возвращаться назад. И, в общем-то, по сути, все. Это крайняя точка моего путешествия. Я посмотрел на русский север своими глазами. И не только с колес мотоцикла, но и пройдясь пешком здесь. Путешествие не закончилось, оно продолжается, но достигло уже определенной значимой точки. Все, еще одна галочка в списке желаний поставлена. На обратном пути заглянул в местный магазинчик для того, чтобы поправить свои запасы продовольствия. Гуляя неспешно вдоль берега моря и обратно, я потратил на это весь день и вернулся в отель уже под вечер. Полярный день сбивал с толку тем, что уровень освещения практически не менялся, но часы на руке и усталость от пешей прогулки давали понять, что день близится к концу. И, кстати, по возвращению с прогулки меня ждал приятный сюрприз. Здесь вот такая, как правильно, кают-компания, да, называется? Здесь такая кают-компания еще для всех гостей есть. И меня угостили замечательной свежей ухой. Уха из трески, да? Да. Уха из трески, выловленной буквально вот тут вот за окошком у меня. Сейчас буду пробовать. Обалдеть, вот это круто. Приехать на край земли и попробовать уху из местной рыбы. Это круто. Еще и хлеб домашний. Вкуснятина. Уже сейчас, оглядываясь назад, можно смело сказать, что этот день был самым запоминающимся и самым атмосферным в этом путешествии. И теперь, когда я вспоминаю мою поездку на край земли, картинки именно из этого дня в первую очередь всплывают у меня в памяти. Север этот чудо-чудо, диво дивное. День 7. Териберка, Петрозаводск. Утром 7-го дня я позавтракал в отеле Баренц и выдвинулся от крайней точки моего путешествия уже в сторону дома. На этот день у меня были наполеоновские планы пройти больше 1000 километров и добраться до Петрозаводска, столицы Карелии. Териберка провожала меня все той же пасмурной погодой и температурой +8, но надо отметить уже без дождя, что позволило мне насладиться дорогой от Териберки до Мурманска, рассмотрев ее во всей красе. Торопиться совсем не хотелось, и я неспешно преодолел грейдерный участок дороги и, попав уже на асфальт, начал медленно, но верно наращивать темп моего передвижения до привычного для моих путешествий. Доехав до Мурманска, я заправился на той же заправке, на которой заправлялся 2 дня назад. Общий пробег до Териберки и обратно составил 247 километров, на что было потрачено 14,5 литров топлива. Средний расход на сотню составил 5,8 литра. Обратная дорога, несмотря на прохладу, радовала мой взор низко висящими облаками и изредка появлявшимися в них просветами неба. Люблю смотреть на небо, когда путешествую на мотоцикле. Кажется, что оно намного ближе к тебе, чем есть на самом деле. Это не сравнить с ощущениями от автомобиля. Чем дальше я продвигался в сторону границы Мурманской и Карельской областей, тем больше открывалось небо, а столбик термометра медленно, но верно полз вверх. В районе поворота на город Лоухи я заехал на знакомую уже мне заправку и не отказал себе в удовольствии пообедать в том самом уютном кафе, которое так мне понравилось в прошлый раз. Уже заехав в Карелию, я обратил внимание на странные растения вдоль трассы. Признаюсь честно, никогда таких не видел, и как они называются, я не знаю, но для себя я их назвал карельскими одуванчиками. Температура вернулась на комфортные для меня 24 градуса, и ехать было отлично. Проезжая участок с ремонтом дорог, я не обратил внимания на сгущающиеся впереди тучи, решив, что проскочу, и влетел в грозовой фронт, даже не успев одеть дождевик. Останавливаться уже не стал и основательно промок, пока пересекал дождевой фронт, который, на счастье, двигался перпендикулярно направлению моего движения. Появившиеся из-за туч солнце и ветер просушили меня довольно быстро.
Вообще, я в очередной раз хочу отметить то, как я доволен своей новой экипировкой, которую я, вопреки всем критикам, купил на AliExpress. Если вам интересны детали, у меня на канале есть подробный обзор. Подъезжая к Петрозаводску, я не сразу определился с местом моего ночлега. На следующий день у меня были планы посетить музей-заповедник Кижи, и я искал отели вблизи речного вокзала, чтобы с утра оставить там мотоцикл под присмотром и отправиться на Кижи. Но большинство отелей с адекватным ценником были забиты, а те, в которых можно было поселиться, не устраивали меня своим прайсом за одну ночь. В итоге я решил остановиться на территории кемпинга Петрозаводск. Доехать до кемпинга по навигатору не составило труда, но въезд мне пригородили дорожные рабочие, укладывавшие новый асфальт, и мне пришлось объезжать по тротуару, за что мне безумно стыдно, но других вариантов попасть в кемпинг у меня просто не было. Приятно порадовало то, что смотрителем кемпинга оказался коллега по мотоцеху, и меня приняли со всем выходящим из этого гостеприимства. Вот это я понимаю, прием! Сервис, да? Вот это сервис, да! Как с коллегами по-другому никак. Приветствую. Приветствую. А, давай так, давай. Куда мне становиться? Так, езжай вот где кусты, Ага. становись там, где Кемпинг в основном ориентирован на автодома, но есть также варианты размещения в домиках или с палаткой. Кемпинг не располагается в каком-то живописном месте, а находится в черте города и имеет свой выход к Онежскому озеру. Но у него есть два неоспоримых плюса. Это месторасположение в непосредственной близости с речным вокзалом, откуда и отправляются кометы на остров Кижи, а также закрытая территория, на которой можно спокойно оставить технику и личные вещи. Первоначально я думал поставить палатку, но узнав, что есть домик, в котором я буду жить один, я заселился в него. В общем, поселили меня вот здесь вот такой вот домик на берегу Онежского озера в Петрозаводске. Такая территория кемпинга. Но вот у меня обнаружилась беда одна. У меня с кардана потекло масло, засрало мне все колесо, но вроде течь перестало. Я открыл и в принципе начал доливать, сразу начало вытекать, соответственно уровень нормальный. Возможно, я переборщил при заливе с маслом и лишнее выдавило. Но буду мониторить до дома, а дома буду разбирать и смотреть, в чем там причина. Может, какой-то сальник. Координаты кемпинга оставляю. Я решил для себя это оптимальным вариантом, потому что гостиницы в центре города дорогущие, большинство из них забиты, куча туристов. Мне, в принципе, переночевать, завтра смотаться на Кижи и поеду дальше. Так что завтра по плану у нас Кижи. Смотрим древности. День 8. Петрозаводск, Кижи, Рускеала. Большую часть 8-го дня моего путешествия я потратил на Петрозаводск и, собственно, музей остров Кижи. Забегая вперед, хочу сказать, что я, как всегда, замечательно провел время. Но ни сам Петрозаводск, ни Кижи мне не понравились. И поэтому мой рассказ будет иметь долю небезоснованного на фактах скепсиса. Конечно же, я не готов давать оценку всему Петрозаводску, но набережная – это просто позор. Именно та самая набережная, с которой ежедневно отправляются сотни туристов, находится в удручающем состоянии. С билетами же на комету все просто и понятно. Есть кассы, в которых вы без проблем можете их купить. Все просто, кроме цены. Цена за билет на момент моего визита составляла 2400 рублей на человека туда и обратно. На момент выхода моего фильма цена выросла, и сейчас вам уже придется заплатить 3500 рублей за человека. Плавсредство под названием «Комета» представляет собой железную бочку на подводных крыльях постройки времен социалистического строя. Внутри очень душно, система кондиционирования или отсутствует, или не работает, поэтому самое классное место – это открытая часть на корме, где я и поспешил разместиться. Но находиться там во время движения запрещено, разрешили только не закрывать дверь. Так я и просидел все время, пока мы плыли на пороге, ибо внутри свежего воздуха явно не хватало. А плывет комета от Петрозаводска до Кижей аж 1,5 часа. Подплывая к острову, открывается, на мой взгляд, пожалуй, один из самых живописных видов на главные достопримечательности – церкви Преображения Господня и покрова Пресвятой Богородицы. После вашего выхода на берег вы, по сути, попадаете на огороженную часть острова, похожую на загон для скота. Уж прошу прощения за такие ассоциации, на которые вы можете есть, пить и покупать сувениры. Если же вы захотите прогуляться по острову и полюбоваться деревянным зодчеством, ради которого вы по сути сюда и приплыли, вам нужно купить входной билет.
Подойдя к кассе и предположив вероятность того, что я еще когда-нибудь сюда вернусь, я решил получить полноценную картинку этого места и купил билет «Все включено» за 600 рублей. За эту плату я рассчитывал получить доступ ко всем достопримечательностям и полноценную экскурсию. Надо отметить, что наш гид и экскурсия были на самом деле замечательные. Экскурсовод провел нас по всем достопримечательностям острова, рассказывая историю не только самих объектов, но и интересные факты о временах заселения этих земель людьми. Зайдя на территорию двух самых значимых на острове объектов, повторюсь, это Церковь Преображения Господня и Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, мы посетили последнюю и даже послушали пение церковного хора. После, выйдя на улицу, мы выслушали длинный и, не скрою, интересный рассказ экскурсовода о самом, по сути, интересном объекте Церкви Преображения Господня, и лично мне, воодушевленному рассказом, уже не терпелось взглянуть на это чудо изнутри. Но меня ждало разочарование, так как для того, чтобы зайти внутрь, нужно заплатить еще 600 рублей. Глупый и непонятный мне маркетинг. Первое, что пришло мне тогда в голову. Неужели 600 рублей недостаточно, чтобы мы могли посмотреть все объекты? В любом случае, вопрос был даже не в 600 рублях, а в том, что на кассе я дважды сказал о том, что хочу посмотреть все, и попросил билет «Все включено». Пойти в церковь мне хотелось, но чисто принципиально я этого не сделал. Неприятно, когда тебя разводят на деньги так примитивно. Дальнейшая экскурсия по острову особых сюрпризов не принесла. Но стоит отметить, что при посещении острова вам нужно быть готовым соблюдать ряд ограничений. Помимо всем понятных не мусорить и не разводить костер, вас ждут запреты на съемку с квадрокоптера и запреты на купание. Причем сотрудники полиции, которые круглосуточно находятся на острове, рьяно следят за соблюдением всех без исключения правил и штрафуют тех, кто их нарушил, без каких-либо предупреждений. Так что будьте к этому готовы. После того, как я осмотрел остров и все его самые яркие достопримечательности, в которые меня пустили, в ожидании обратной кометы я успел пообедать и накупить сувениров для семьи и друзей. После обеда небо над Кижами начало затягивать, и к моменту моего отплытия пошел небольшой дождь. Пока плыл обратно, анализируя потраченное время и финансы, я рассуждал, что посмотреть данную локацию, наверное, все же надо было, но если у меня будет возможность приехать в эту сторону еще раз, то ни Петрозаводск, ни остров Кижи в план моего маршрута я однозначно не внесу. Экскурсия на остров заняла у меня большую часть дня. И в районе 16 часов, простившись со смотрителями кемпинга, я выехал в сторону поселка под названием Рускеала. Несмотря на то, что я довольно поздно выехал из Петрозаводска и до пункта назначения мне предстояло проехать порядка 300 километров, я все же никуда не спешил. Ну, во-первых, я уже привык к явлению под названием «Полярный день», и, признаюсь, оно мне очень нравилось. Дело в том, что я люблю ездить, когда светло, и получается, я больше не ограничивал свои дневные перемещения, ориентируясь на заход и восход солнца, а руководствовался исключительно своей усталостью от пройденного маршрута. А во-вторых, участок дороги от Петрозаводска до Рускеала – это, пожалуй, самый интересный с точки зрения управления мотоциклом участок дороги за все это путешествие. Если у вас когда-то будет возможность пройти участок дороги от Петрозаводска до Санкт-Петербурга, то я однозначно советую вам это сделать. Мне кажется, и на машине этот участок подарит вам массу впечатлений. Ну а уж на мотоцикле не сомневайтесь в том, что вам предстоит испытать истинное удовольствие от передвижения по извилистой с перепадами высот дороги, проходящей через красивейшие леса и озера Карелии. В районе 9 часов вечера я заехал в поселок Рускеала. Проехав его насквозь, я добрался до Рускеальского горного парка для того, чтобы на месте оценить ситуацию и распланировать свои действия на завтра. Немного вернувшись обратно, я свернул в лес, и дорога вывела меня на дружелюбный кемпинг под названием «Хутор Елки». О, ну что, друзья, тяжелая и неказистая жизнь бродячего мотоциклиста. Я достаточно поистратился на Териберке, поэтому, думаю, здесь найду кемпинг, остановлюсь в кемпинге. В общем, во-первых, 2 или 3 ближайших кемпинга, которые самые близкие к этому, значит, к Рускеальскому мраморному карьеру. 2 из них забиты, вообще забиты, мест нету и не пускают, а один из них хозяин в 8 вечера ушел, и все, и поэтому селиться нельзя. Ну, интересно. В общем, поселился я вот сюда, Хутор Елки называется. И все бы ничего, только пошел дождь. Вот благо тут есть вот такие вот навесики. Сижу под навесиком, сейчас тогда, наверное, сделаю себе чай, попью чаек, пережду дождь и буду ставить палаточку.
А также здесь есть речка, куда можно сходить искупаться, потому что душа тут нету. Пока что еще не запустили. Такой кемпинг пока сыроватенький, но зато 500 рублей денег гостеприимные люди встречают. Посмотрим, лишь бы кончился дождь. Не перестаю, кстати, я радоваться еде кранидов. Но вот в этой поездке очень много разных пакетов съел. Я для себя определил, что самые для меня вкусные блюда у Кранидова — это лапша куриная и все, что с гречкой. Значит, свинина с гречкой, говядина с гречкой, все вкусно. И еще говядина, по-моему, с макаронами, тоже вкусно. С рисом все суховатое. Вот. А это прям вот гречечка, прям супер. В любом исполнении. Комарам тоже нравится. К реке. Указатель к реке. Вот я туда и иду. На ночь глядя. Сейчас уже, наверное, часов 10. Иду к речке купаться. Навстречу мне прошла девушка, которая присматривает за кемпингом, которая меня селила. И она такая: да, я, говорит, прогулялась на речку, искупалась, говорит, все нормально, говорит, и вы сходите. А я тут иду, медведей повздёхиваю. В общем, я к тому, что все относительно на самом деле. Все наши страхи, они порою надуманные. Но, конечно, надо всегда плюс ко всему здравый смысл, чтобы еще был. Вон я уже речку вижу. Шумит она. Кайфово. Ух, какая круть, а! Хо-хо! Сейчас пойду купаться. Красота! Дикая красота, скажем так. Комары прям сразу стаи налетают. Готовы тебя схавать. Господи, они жрут через термобелье. А! Какие зверюги! Короче, ребята, в Карелии очень красиво. Прекрасные водоемы, замечательные леса. Но самое главное, что нужно взять в Карелию, это побольше вот этих вот средств, которые и то до конца не помогают. Тут комары, блин, вот такие вот, наглые, их много. Короче, запасайтесь вот этими вот аэрозолями. А лучше, я не знаю, может его внутрь выпить уже, чтобы они перестали меня кусать. А так красиво, очень нравится. Но несмотря на полчища комаров, вода все-таки из горной реки, это круто. Она творит чудеса. Окунулся, и усталость как рукой сняло. Пообщался с хозяином кемпинга, зовут его Дмитрий. Кемпинг называется «Хутор Елки». Значит, концерты тут проходят, в общем, куча всего интересного, но самое интересное, что он рассказал, подошел с 2 большими собаками. Благодаря вам сюда медведи не ходят? Ну да. Ничего себе. Я говорю, а зачем такие огромные собаки волкодавы? Он говорит, да, один раз, говорит, вышел, рысь, говорит, тут бегает, другой раз вышел, говорит, волки, говорит, бегают. И вот там, говорит, Мишка живет неподалеку, говорит, мы его, говорит, уже знаем. Поэтому, говорит, волкодавов завели, чтобы они, говорит, как бы за территорией тут присматривали, и зверь не совался. Это вот про Карелию вам, друзья, чтобы вы понимали, насколько большая тут территория, заповедной дикой территории, сколько здесь много и сколько здесь зверя живет. Поэтому надо быть внимательнее. Доброе утро. Вполне себе приемлемый ночлег. Самое крутое в палатке — это то, что утром у тебя будет не будильник телефона, а пение птиц. Это очень клево. Пойдем приводить себя в порядок. День 9. Горный парк Рускеала, Санкт-Петербург. Хутор Елки находится всего в 5 километрах от горного парка Рускеала. После завтрака я выдвинулся туда, чтобы успеть к самому его открытию и прогуляться по территории, как я люблю, в относительной тишине и спокойствии. В общем, вот такая огромная парковка парка Рускеала. Мотоцикл я накрыл чехлом, шлем пристегнул замком. Надеюсь, никто не посягнет на него. Вот, соответственно, еще у меня 15 минут до начала, начинает работать в 9. И вот она, карта. Карта горного парка Рускеала. Тут можно под землей кататься на лодках, короче, там на троллеях. Итак, я на территории горного парка Рускеала. Напомню, здесь добывали мрамор.
Ну, более подробную информацию, я думаю, вы сможете найти в интернете. А я вместе с вами давайте отправлюсь внутрь и посмотрю, стоит ли этот объект того, чтобы потратить время и приехать сюда. Это что-то наподобие нашего Пятигорского провала, только помасштабнее. Но все подсвечено. Вот, кстати, мрамор. Это все мрамор. Полностью вот все эти стены, это все мрамор. Но пока все нравится. Особенно нравится то, что я приехал в 8 утра сюда. В 9 он открывается. И я сюда первым сегодня зашел, первым туристом. Ох-охо, какая глубина. Правда, внизу плавает куча мусора. Я же говорю, Пятигорский провал. Очень похоже. Кстати, очень низкий потолок. Вот мне приходится сгибаться раза в полтора, чтобы пройти. Так что высоким людям берегите голову. И выходим вот к самому главному и самому красивому. Вот он. Мраморный карьер. За ограждение не выходить. Полностью он наполнился водой, видать, в какой-то момент. И вон туда, где чайки летают, кричат. Туда можно на лодке сплавать. Вот хорошая смотровая площадка. Я думаю, пока никого нету, самое время поднять коптер. Так, ну что, я уже на обратном маршруте, иду в сторону выхода. Друзья, ну я однозначно рекомендую это место к посещению, 100%. Виды просто умопомрачительные, есть вся инфраструктура. И вот если по кижам вчера 50 на 50 у меня ощущения, дорого и не могу сказать, что прям очень круто, то здесь 400 рублей вход, а ощущений ну просто космос. Я очень хочу сюда вернуться, и поэтому специально не сделал одну вещь. Тут можно взять лодку в прокат, стоит 1000 рублей час, и поплавать на этой лодке по карьеру, и заплыть можно в карьеры, в грот, прям внутрь. Мне очень этого хочется сделать, признаюсь честно, но не буду этого делать. Оставлю на следующий раз и постараюсь привести сюда свою семью. Мне кажется, им очень здесь понравится. Поэтому, друзья, если есть возможность, 100% сюда приезжайте. Я впечатлен. Костюмы называются? Народные костюмы, самые карельские. Карельские? Да. Красота? Да, красавица. После экскурсии по парку, обнаружив на стоянке мой мотоцикл в полной целости и сохранности, я выдвинулся в сторону Санкт-Петербурга все по той же живописной дороге, по которой я ехал вчера. Она виляет из стороны в сторону и проходит по небольшим населенным пунктам со странными финно-угорскими названиями и с такой же непривычной глазу архитектурой домов, не похожей на архитектуру средней полосы России. Видно, что на становление этих территорий сильно повлияло соседство с Финляндией. До Санкт-Петербурга мне нужно было пройти порядка 300 километров, а там в Питере меня уже ждал мой товарищ, с которым мы виделись в Ярославле. Я изначально рассматривал Питер как место для того, чтобы отдохнуть перед дорогой домой. И к тому же моя задняя покрышка подходила к концу, и возможно она бы еще и дотянула до дома, но в вопросе резины я никогда не экономлю. Красивые пейзажи узких проселочных дорог понемногу начали сменять более ровные и широкие дороги, которые вели меня в город Санкт-Петербург. Приехал туда я засветло и, потолкавшись в плотном потоке большого города, добрался до гостиницы «Москва», где мы с моим товарищем договорились встретиться. Заселившись, я оставил мотоцикл на внутренней парковке отеля и отправился гулять по вечернему Питеру. Посмотреть город задачи не было, так как уже здесь бывал. Причем жил здесь несколько дней и имел возможность познакомиться с городом. В этот же раз хотелось просто погулять и размяться после многих дней за рулем мотоцикла. Дойдя до Дворцовой площади, мы с моим товарищем стали свидетелем того, как там устанавливают огромную сцену. Дело в том, что на следующий день было запланировано проведение торжественного мероприятия под названием «Алые паруса», которое и внесло коррективы в мои дальнейшие планы. Короче, приехал я в Санкт-Петербург к своему корешу.
Погуляли мы по Питеру и поняли, что в Питере можно только что делать? В Питере пить. Ну, соответственно, попасть в Санкт-Петербург и не прийти, не посмотреть на развод мостов, ну, это, конечно же, кощунство. Поэтому стоим, ждем, когда будут разводить мост. Далеко не пошли, вот прямо первый мост у отеля «Москва», где мы и поселились. День 10. Санкт-Петербург, замена покрышки и выезд в сторону дома. Утро в Питере началось у меня уже после обеда. Я решил хорошенько выспаться по ряду причин. Во-первых, вчера мы душевно погуляли, и атмосфера разводных мостов, щедро приправленная вкусным коньяком, не позволила нам лечь спать пораньше. Во-вторых, покрышка, которую мне доставляла транспортная компания СДЭК, должна была поступить на склад только после 2 часов дня, и до этого времени мне попросту нечем было заняться. Ну и в-третьих, тот самый праздник «Алые паруса» внес свои коррективы. Прикинув ситуацию и посмотрев пробки, мне стало понятно, что сегодня все ехали в город на праздник, а завтра, соответственно, поедут обратно. В связи с чем я решил не дожидаться утра и пробок, а выехать из Питера в сторону дома в ночь. Как и планировал, я забрал покрышку из пункта выдачи и, погрузив ее на свой мотоцикл, отправился в мотомастерскую, адрес которой нашел в интернете. Сняв колесо, я убедился в том, что сальник кардана хоть и немного, но все же продолжает течь, и стало понятно, что по возвращению домой мне нужно будет его заменить. К слову же о покрышке, в это путешествие я поехал на колесах Mitas E07+. На канале есть обзор на эти колеса, и по сути эта поездка кардинально мое мнение о них не поменяла. Покрышка прошла в общей сложности 9000 километров и по сути могла бы пройти еще пару тысяч. Но до дома мне оставалось 2300 километров, и как я уже сказал ранее, я не экономлю на резине, так что экспериментировать я не стал. Жду тебя в Кисловодске. Собрав вещи, я выехал из Санкт-Петербурга в сторону дома в районе 8 часов вечера. Навигатор показывал 2317 километров до точки назначения. По моим расчетам, я должен был уже за полночь проехать Москву и МКАД. Дальше я планировал проехать столько, насколько хватит сил, и когда захочется спать, остановиться где-то с палаткой, чтобы переночевать. Но на деле же получилось все немного иначе. День 11. Санкт-Петербург, Кисловодск. 2300 километров за 28 часов. День 10 сменился на день 11 где-то на трассе в Подмосковье. К Москве я подъехал уже в районе 2 часов ночи и прошел так мною нелюбимый МКАД на одном дыхании. На выезде из Москвы в сторону Воронежа я заправил себя чашечкой кофе и выдвинулся дальше, жадно пожирая все новую и новую сотню километров. То, что я проспал большую часть дня перед выездом, благотворно на меня влияло и спать мне совсем не хотелось. Я ехал довольно спокойно, никуда не торопился, но с минимальным количеством остановок и стабильной средней скоростью. Ближе к рассвету я понимал, что проехал уже достаточно и приближаюсь к середине отрезка моего пути между Санкт-Петербургом и Кисловодском. В тот момент в первый раз в голове появилась идея, а что сюда ехать до дома за один присест? Но цифра в 2300 давала понять, что это вряд ли мне по силам. Ближе к рассвету сон все же начал меня одолевать, и я понял, что мне нужно отдохнуть. Селиться в гостиницу я не видел смысла, и съехав на свежескошенное поле, я расстелил каремат прямо на траву и завалился спать. То ли из-за усталости, а возможно потому, что не хотел зависать надолго, я решил потратить время только на сон и даже не поставил палатку. Отключился моментально и так проспал пару часов. Проснулся же я от звука сельхозтехники, которую выгоняли в поле. Умылся, позавтракал и двинулся дальше в путь. Проехав первую сотню километров, я понял, что окончательно проснулся, и по ощущениям я проспал не 2 часа, а добрых 8-9. Ну а после, почувствовав в себе силы, я уперся рогом и решил доехать до дома уже без остановок. В итоге я ехал весь день. Проехал Воронеж и Ростов, и к 12 часам ночи 11-го дня моего путешествия я вернулся домой. В тот момент был установлен новый личный рекорд моих одиночных мотопутешествий. 2317 километров были пройдены за 28 часов с одной лишь полноценной остановкой утром в поле. До этого мне не приходилось проходить такие расстояния, и максимальное количество километров, пройденных за один присест, составляло в районе 1300. Ну что, друзья, подводя итог этого путешествия и вспоминая все те трудности, которые довелось преодолеть, и все те красоты, которые посчастливилось мне увидеть, я могу сказать вам только одно. Путешествуйте и всем добра!